I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Билли Миллиган – человек, который вот уже много лет остается загадкой. Одни считают его несчастным, ставшим жертвой синдрома множественных личностей, другие – маньяком, который умело скрыл свои преступления за несуществующим до него диагнозом и избежал наказания. Так или иначе, случай Билли все еще притягивает внимание публики и порождает множество интерпретаций. Детство Билли. Уильям Стэнли Миллиган родился в Майами 14 февраля 1955 года. Его мать Дороти закрутила роман с женатым комиком Джонни Моррисоном. Джонни и Дороти никогда не были в законном браке, но у них появились 3 детей – Джимбо, Уильям и девочка Кэти Джо. Вероятно, как среднему ребенку в семье, Билли не хватало родительского внимания. Джонни Моррисон страдал от алкоголизма и частенько погружался в депрессию из-за отсутствия денег и перспектив, совершив 2 попытки самоубийства. Когда Билли было всего 4 года, его отец все же скончался из-за отравления угарным газом. Мать Уильяма грустила недолго и вышла замуж за Дика Джонса. Вместе с Диком семья отправилась в Серквиль. Но этот брак продлился недолго. В 1962 году женщина встретила Челмера Миллигана. Мужчина недавно пережил развод со своей женой и теперь жил с 2 дочерьми. В итоге именно он стал выполнять роль отца Билли. Считается, что именно Челмер виновен в его психологических проблемах. Отчим издевался над ребенком, морально подавлял, ловился, бил и изощренно издевался над ним. Однажды, например, Челмер ненадолго закопал мальчика в саду, оставив лишь небольшое отверстие для дыхания. Согласно показаниям Билли Миллигана, когда ему было 8 лет, отчим связал его в сарае и изнасиловал. Так появились его первые личности. Автор книги об этом феномене, Дэниел Кис, считает, что первые личности появились у мальчика еще в 3-4 года. Уже к 10 годам в подсознании Билли сформировался с десяток индивидуальностей, каждой из которых отводилась своя роль. По мере того, как ребенок взрослел, в нем формировались новые личности. Из-за этого у Билли постоянно возникали бытовые проблемы, ведь отключался и включался он всегда неожиданно. Миллиган мог идти в школу, а через, как ему самому казалось, мгновение, парень оказывался где-нибудь посреди леса. Он вел себя странно, неадекватно, не имел друзей и товарищей. Несмотря на то, что у Билли уже появились некоторые особенности поведения, в итоге он, как и все дети, учился в школе, в которой был изгоем, прогуливал уроки. В 16 лет, не вынеся издевательств сверстников, их жестокости и равнодушия, он предпринимает первую попытку себя убить. Таких попыток потом было еще несколько. Примечательно, что суицидальные наклонности имела именно личность самого Билли, но каждый раз какая-нибудь из других его личностей останавливала его, не давая покончить с собой, а значит и со всеми остальными живущими в нем натурами. Уже в 17 лет Миллиган подает прошение о принятии его в ряды военно-морского флота США. И, как ни странно, невзирая на весьма значительные странности в поведении, Миллигана принимают, но уже буквально через месяц отчисляют в связи с его невозможностью выполнять обязанности военнослужащего. Внимание к своей персоне он привлек в 1977 году, когда ему уже исполнилось 24 года. Преступная жизнь. В 1975 году Миллиган уже был осужден за вооруженный грабеж и ограбление аптеки, после чего заключен в тюрьму. В начале 1977 года он был выпущен условно-досрочно, а в октябре того же года вновь арестован. На этот раз по подозрению в 3 женщин в университетском городке штата Огайо. Первый сигнал о странном полиция получила 14 октября 1977 года. Одна из студенток медицинского университета штата Огайо, будущий врач-окулист,
обратилась в полицию с рассказом, что поздно вечером, подойдя к своему автомобилю на стоянке близ кампуса университета, к ней внезапно подошел молодой симпатичный мужчина. Угрожая пистолетом, он затащил ее в лесистую местность, где удивление вызвал тот факт, что молодой человек не проявлял открытую агрессию к своей жертве. Напротив, он был довольно любезен, не зол, говорил о любви и даже в некотором смысле был симпатичен жертве. После окончания насильственного акта он попросил жертву выписать ему чек на небольшую сумму и преспокойно отпустил ее, не угрожая. О втором из стало известно спустя 8 дней, 22 октября. История в описаниях была очень схожа на первую, за исключением того, что вторая жертва указала на любопытный факт. Лисен говорил с довольно заметным немецким акцентом и добавила, что если бы этот молодой человек познакомился и пригласил на свидание при нормальных обстоятельствах, она бы с удовольствием с ним пошла. 4 дня спустя третья девушка, тоже студентка того же университета, подверглась схожему. По университету поползли слухи. Неизвестного преступника окрестили университетским. Полиция активно приступила к расследованию, понимая, что явно имеет дело с серией, и им улыбнулась удача. В последнем совершенном злодеянии преступник оказался небрежен, оставив в машине жертвы следы. Поскольку Миллиган сидел в тюрьме, его фотография и отпечатки пальцев были занесены в полицейскую картотеку. Он был опознан одной из девушек по фотографии и отпечаткам пальцев. Позже в полицию обратились еще 2 пострадавшие. Одна из них сочла Билли странным, но при этом очень милым. Он вел себя как тихая 3-летняя девочка, говорилось в показаниях. Для грабежа Миллиган использовал оружие, часть из которого была найдена при обыске его дома. Также при обыске обнаружены наручники, чеки и некоторые предметы одежды жертв последних 3. К тому же Билли нарушил условия досрочного освобождения. Полиция ликовала. Так быстро найти преступника, да еще и с таким убедительным набором улик – большая удача. В результате он был осужден по 3 пунктам обвинения в похищении, 3 пунктам грабежа и 4 пунктам обвинения в насилии. Полицейское начальство выдохнуло, можно было передохнуть, объявив общественности о поимке злостного рецидивиста, лишившего покоя студенческий городок. Но стражи порядка тогда еще не подозревали, каким скандалом обернется простое, на первый взгляд, дело. Буквально на первом же допросе руководитель расследования Элиот Боксербаум приходит к выводу, что перед ним сидит либо сумасшедший, либо умело симулирующий сумасшествие человек. Офицер полиции Элиот Боксербаум вспоминал о нем так: «Я не мог понять, в чем дело. Было ощущение, что я каждый раз разговариваю с разными людьми, хотя передо мной сидел один и тот же человек». Разумеется, Миллигана отправляют на психиатрическое обследование, и здесь начинает проявляться главная загадка Билли Миллигана. Психиатры сменяют один другого, но четкого ответа дать не могут. Им совершенно неясно, симулирует ли Миллиган или он действительно является феноменом психиатрии. Впервые начинает звучать словосочетание «множественные личности» и «раздвоение». Впрочем, термин «раздвоение» не совсем точно определял суть уникальной ситуации, ибо в Миллигане наблюдалось не 2 личности, а много, десятки. Бернард Явич, прокурор, занимавшийся делом Миллигана, получив диагноз целого консилиума врачей-психиатров, поначалу рассмеялся и заявил, что никогда не поверит в подобную ахинею. Преступник просто умелый, может быть, даже талантливый актер, сумевший провести эскулапов, но уж его-то, опытного дознавателя, Миллигану провести не удастся. И он отправился на допрос подозреваемого лично. После более чем 2 часов разговора с Билли, Явич, по его собственным воспоминаниям, вышел из комнаты допросов с отвисшей челюстью, не понимая, что происходит и какую оценку этому явлению стоит дать. «Я видел несколько личностей», — сказал Явич. Он по-разному говорил, даже акценты речи были разными, абсолютно отличалась мимика и движение. Он на стуле сидел по-разному. Его образы и личности были абсолютно живыми. У них были разные акценты, разный возраст и пол, разный опыт и совсем не похожие характеры. Каждый из этих образов имел свое имя, общался с полицией и врачами на разные темы, демонстрируя разный характер, темперамент, уровень интеллекта, казалось, даже социальное происхождение. А самым непонятным было то, что самого Билли внутри не было. По заверениям нескольких личностей, Билли уже давно спал. Спать его заставили все остальные 2 десятка персонажей, ибо Миллиган имел склонность к
к суицидальным попыткам. И дабы физически тело Билли не пострадало, остальные отстранили его от управления организмом. В ходе подготовки его защиты доктором Уиллисом Дрисколом была проведена психологическая экспертиза, в результате которой состояние Миллигана было оценено как острая шизофрения, после чего он был обследован Дороти Тернер, психологом Юго-Западного общественного центра психического здоровья в Колумбусе, Огайо. В результате проведения экспертизы Тернер пришла к заключению, что Миллиган страдает расстройством множественной личности. К концу исследования таких личностей насчитали 24. Из бесед психиатры и адвокаты узнали некоторые подробности о том, как личности уживались в одном теле. Как выяснилось, большинство индивидуумов были знакомы между собой и могли друг с другом общаться. У каждого была своя зона ответственности. Например, Югослав Рейджин – агрессивный силач. Именно он разбил однажды унитаз кулаком в тюремной камере, а потому появлялся в экстремальных ситуациях, чтобы защищать остальных. Интеллектуал Артур брал на себя управление коллективом и принятие важных решений в спокойные времена, когда не было необходимости в рейджине. По причине отсутствия у подсудимого денег ему назначают бесплатных, общественных адвокатов Джуди Стивенсона и Гэри Швейкарта. Когда Гэри Швейкарт пришел ко мне с этой историей, я хохотал от души, разумеется, не веря ни слову. Он сказал, что на основании диагноза раздвоения личности Билли Миллигана они будут строить свою защиту. Доктор Джордж Хардинг, директор больницы в Уортингтоне, проводит с Миллиганом несколько месяцев, пытаясь его изучить, и тоже приходит к диагнозу о множественном расстройстве личности. Он делает логичный, гуманный, но крайне удивительный вывод, что некоторые личности Миллигана осознанно совершали преступления, знали о незаконности многих деяний, но нести ответственность перед законом за них сам Миллиган не может и не должен. Это был, мягко говоря, неожиданный и странный поворот событий в деле, способный отправить в ступор кого угодно. Судья Джей Флавер внимательно слушал представителей обвинения и защиты и долго не мог принять решение в отношении подсудимого, которого обвиняли во множестве серьезных преступлений, разбойных нападениях, кражах, похищениях. Судебный процесс над пресловутым университетским получил такой резонанс и огласку, что права на ошибку не имел никто. О Миллигане писали буквально все: Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Детройт Фри Пресс, журнал Тайм. Журналисты от мала до велика приглашали к себе известных психиатров, чтобы найти способ как-то оценить происходящее. На суде один из родственников жертвы наконец не выдерживает и взрывается словами, что СМИ и суд делают из Миллигана национального героя, забывая о той боли, которую он принес. И действительно, этот необычный случай настолько увлек своей загадочностью, что, по сути, его жертвы отошли на второй план. Звучала заинтересованность лишь в изучении психики преступника. На психологические же проблемы людей, перенесших его насилие, всем стало решительно наплевать. Государственные защитники добились признания подзащитного невменяемым, после чего он был передан в психиатрическую клинику с формулировкой «до тех пор, пока к нему не вернется психическое здоровье». И врачи продолжили обследование. Сам Уильям знал о существовании 10 личностей в его голове. Психиатры обнаружили еще 14 персон, которых две основные личности Миллигана подавляли, так как считали нежелательными. Все эти личности выстраивали отношения между собой, имели разную память, привычки, манеру общаться и пристрастия. По мнению врачей, течение болезни усугубило то, что Билли пытался покончить с собой в 16 лет. Альтер личности Миллиган. Основные персоны. Билли, 26 лет, первичная личность или ядро, не окончил школу, 183 см, 86 кг. Уильям Стэнли Миллиган является основной индивидуальностью, склонен к суициду. Артур Смит, 22 года, утонченный, образованный англичанин, эксперт в науке и медицине с уклоном в гематологию. Самостоятельно изучил арабский язык для изучения надписей на египетских пирамидах и суахили. С помощью логики и дедукции выяснил, что он не один в теле Миллигана, и выявил остальных личностей. Наряду с Рейджином взял на себя ответственность за общее тело, за исключением опасных ситуаций. Установил правила поведения для остальных членов семьи, личности Миллигана. Курит трубку, носит очки, атеист. Рейджин Вадасковинич, югослав, 23 года. В английской речи выражен славянский акцент
пишет и говорит на сербо-хорватском языке. Дальтоник, поэтому пишет монохромные картины. Является хранителем ненависти. Коммунист, эксперт в оружии и боеприпасах, отвечает за физическую форму. Обладает чрезвычайной силой благодаря тому, что знает, как управлять потоком адреналина. Его обязанность защищать семью, а также вообще всех женщин и детей. Он не смущается помогать им, если они в беде, вплоть до кражи еды и вещей для них. Весит 95 килограммов, у него огромные руки, черные волосы и длинные свисающие усы. Он управляет базовыми действиями в опасных ситуациях и, наряду с Артуром, может классифицировать внутренних личностей Миллигана как нежелательных. Аллен, 18 лет, мошенник, манипулятор, обладает прекрасным красноречием, наиболее часто общается с внешним миром, агностик, рисует портреты, играет на барабанах, единственный правша и единственный, кто курит сигареты. В близких отношениях с матерью Билли, рост как у Уильяма, но весит меньше, 75 килограммов. Томми, 16 лет, хранитель спасения. По собственным словам, его часто путают с Алленом. Самостоятельно разобрался в электричестве, принципах работы электрических и механических устройств, замков. Благодаря тренировкам мышц и суставов научился освобождаться от наручников и смирительной рубашки. Играет на саксофоне, рисует пейзажи. Волосы темно-русые, желто-коричневые глаза. Дэнни – испуганный 14-летний мальчик, боится людей, особенно мужчин. Рисует только натюрморты, потому что боится земли в любом виде. Отчим некогда заставил его вырыть могилу и закопал в ней, оставив только отверстие для дыхания. Светлые волосы до плеч, голубые глаза, невысокий, худой. Дэвид, 8 лет, хранитель боли или эмпат. Он занимает сознание в те моменты, когда необходимо взять боль других. Очень чуткий и восприимчивый, но быстро теряет сознание. Большую часть времени ничего не понимает. Темные каштановые волосы с рыжиной, голубые глаза, миниатюрный. Кристин, 3-летняя англичанка, одна из первых проявившихся личностей Билли и первая, узнавшая о существовании кого-то еще. Голубые глаза и светлые волосы до плеч. Ребенок для угла. Именно она стояла в углу в школе и дома, если Билли напроказничал, поскольку, в отличие от других личностей, делала это спокойно. Любит рисовать яркие цветы и бабочек. Артур учит ее читать и писать. Рейджин испытывает к ней особую привязанность. Любимица семьи. Кристофер, брат Кристин, 13 лет. Разговаривает с британским акцентом, играет на губной гармошке. Послушный ребенок, но беспокойный. Волосы русые, как у Кристин. Адалана, 19-летняя активная лесбиянка. Готовит, наводит порядок в семье, пишет стихи. Имеет способность занимать тело. Именно она занималась чтобы получить тепло, ласку и любовь, нуждаясь в объятиях. До момента ареста о ее существовании знали лишь Артур и Кристин. Была объявлена Артуром нежелательной личностью. Ей навсегда запретили, как это называла сама внутренняя семья Миллигана, вставать на пятно, то есть удерживать сознание. Среди множества личностей нежелательными называли тех, кто в семью не входил. К ним относились те, кого Миллиган осуждал за определенные поступки. Исключение составляла лесбиянка Адалана. Нежелательные индивидуальности Миллиган. Фил, 20 лет, бандит, бруклинец с ярко выраженным акцентом. Криминальный элемент. Занялся торговлей наркотиками, участвовал в вооруженных ограблениях гомосексуальных пар, поджидая жертв на стоянках у шоссе. Кевин, приятель Фила, разработал план ограбления аптеки, а затем похитил награбленное у своих товарищей по делу. Позднее, в период пребывания в клинике строгого режима в Лиме, в знак признательности за восстание против санитаров, избивавших пациентов клиники, Артур вычеркнул Кевина из списка нежелательных. Уолтер Миллиган, австралиец, любитель охоты, допускался к телу, когда требовалось его умение находить нужное направление. Артур отнес его к нежелательным за варварство, убийство в лесу вороны. Эйприл, черноволосая, темноглазая, стройная девушка с бостонским акцентом, была одержима идеей убийства отчима Билли, объявлена нежелательной после того, как убедила Рейджина убить Чалмера. Артур, вызвав Кристин, смог уговорить Рейджина не совершать убийство. Самуэль, 18 лет, религиозный еврей, увлекается скульптурой и резьбой по дереву, был признан Артуром нежелательным за то, что продал картины Аллена и Томми. Позднее Артур признавал, что принял слишком суровое решение под влиянием эмоций, но не стал его отменять.
единственная религиозная личность. Исследователей, сомневавшихся в истории Билли, Самуэль смущал. Религиозный еврей, который рассуждал о христианском рае и аде. Скептики были уверены, что это просто плод воображения Миллигана, потому что это самая слабо смоделированная из его 24 личностей. Самуэль рассуждал о вещах, которых не знает. Билли не был знаком с доктринами иудаизма, поэтому излагал свои фантазии по поводу этого религиозного направления, и они не имели ничего общего с реальным иудаизмом. Марк, 16 лет, работяга, безинициативный, ничего не делает, пока не прикажут другие. Если делать нечего, может просто смотреть на стену. Иногда его называют зомби. Стив, 21 год, вечный обманщик, высмеивает людей, пародируя их, самовлюбленный, единственный из всех, кто так и не признал диагноз множественной личности. Ли, 20 лет, комедиант, балагур, остряк. Из-за его розыгрышей вовлекаются в драки остальные. Ему плевать на последствия собственных действий и на жизнь вообще. Джейсон, 13 лет, клапан давления. Его истерики и припадки служат способом сбавить накопившееся напряжение. Берет на себя неприятные воспоминания, чтобы остальные могли забыть о случившемся. Роберт, 17 лет, фантазер, постоянно грезит о путешествиях и приключениях, хотя мечтает сделать что-нибудь на благо человечества, реальных идей на этот счет у него нет. Шон, 4 года, глухой, быстро теряет сознание, многие считают его отсталым, издает жужжащие звуки, чтобы ощутить вибрацию в голове. Мартин, 19 лет, сноб, дешевый позер из Нью-Йорка, любит приврать и прихвастнуть, хочет иметь не зарабатывая, сероглазый блондин. Тимоти, 15 лет, работал в цветочном магазине, где познакомился с гомосексуалистом, который принялся домогаться его, чем и напугал, ушел в собственный мир. Чтобы рассказать о взаимоотношениях между частями сознания Билли, появилась еще одна личность, которую он назвал «Учитель». Учителю 26 лет. Это комбинация всех 23 «я» в одном человеке. Это он научил их тому, что они умеют. Очень умный, чуткий, с юмором. Учитель отличается практически полной памятью. Впервые учитель появился во время прохождения Билли курса лечения. Именно он помог Кизу рассказывать историю Билли Миллигана, так как был способен вспоминать те эпизоды, которые были недоступны остальным членам семьи. Дэниел Киз, цитата из книги «Множественные умы Билли Миллигана». Казалось, Билли не огорчило ни постановление апелляционного суда, ни решение судьи Флауэрса. У меня создалось впечатление, что он устал от всего этого. Мы с Билли все еще часто говорили по телефону, и время от времени я навещал его в Дейтоне. Иногда это был Томми, иногда Аллен или Кевин, а иногда это был человек без имени. В одно из моих посещений, когда я спросил, кто передо мной, он сказал: «Я не знаю, кто я. Внутри пусто». Я попросил его рассказать о своих ощущениях. «Когда я не сплю и не на пятне», — сказал он, — «это похоже, как будто я лежу лицом вниз на бесконечном стекле и вижу сквозь него. За стеклом в необозримой глубине видны словно звезды в космосе, а потом появляется круг, луч света. Словно этот луч исходит из моих глаз, потому что он всегда передо мной. Вокруг луча лежат в гробах некоторые из моей семьи. Гробы не закрыты, потому что они еще живы. Они спят, ожидая чего-то. Есть несколько пустых гробов, потому что не все пришли туда. Дэвид и другие младшие хотят еще пожить, а старшие уже перестали надеяться. «Как называется это место?» – спросил я его. «Дэвид дал ему имя», – сказал он, – «потому что нарисовал его. Он называет его местом умирания». Некоторые личности Билли Миллигана были одаренными художниками и музыкантами. При этом каждый специализировался на отдельном направлении в живописи, графике или музыкальном инструменте. Не все части Миллигана согласились проходить тестирование уровня интеллекта. Среди тех, кто прошел его, результаты варьировались от 60 до 120 баллов. Артур отказался тестироваться, потому что это ниже его достоинства, с его слов. Он интеллектуально очень развит и пользуется этим, чтобы поддерживать доминирующее положение среди других. Судя по записям, сделанным Дэниелом Кизом, настоящий Билли Миллиган почти перестал появляться в пятне, так как несколько раз пытался покончить с собой. Он был человеком с нечеловеческими способностями, знал несколько языков в совершенстве, прекрасно рисовал, изучал науку и историю искусства, обладал феноменальными физическими данными и высокоразвитым интеллектом, но единства в своем сознании он так и не нашел.
На некоторых стенах комнат его дома прекрасные фрески, другие исписаны математическими формулами. Это за пределами человеческих возможностей знать все о Билли Миллигане, говорил Брюс Тэббит, адвокат. Путь к выздоровлению. Билли попал не в тюрьму, как заурядный преступник, а в Афинский центр психического здоровья, штат Огайо. Там лечением Билли занялся доктор психологических наук Дэвид Коул. В те времена диагноз диссоциативное расстройство уверенно вошел в моду в Америке и Европе. На тот момент, когда Миллиган оказывается в клинике, его лечащий доктор Коул был очень увлечен изучением данного расстройства. Психиатрия делала лишь робкие шаги в понимание, что же такое человеческая психика, и Миллиган оказался именно в том месте, где ему хотели не помочь, а изучить. Долгие беседы с увлеченным психиатром, абсолютно депрессивная, подавленная окружающая обстановка, болезненные процедуры, ограничения и наказания – вот как в итоге расплачивался Билли за свои преступления. Впоследствии Кол будет утверждать, что усиленно боролся за своего необычного пациента, стремясь объединить его личности в одно целое. А вот по признанию самого Миллигана, его попытки были слабы, непрофессиональны и вовсе не походили на помощь. Впрочем, процесс слияния поначалу шел довольно успешно. В клинике Афин в штате Джорджия личности почувствовали себя в безопасности. Режим содержания там был мягкий, пациентам позволялось гулять по территории и даже иногда ездить домой. Миллиган занимался рисованием и даже стал иногда продавать некоторые свои картины. Однако слухи о вольной жизни преступника просочились в прессу и вызвали бурю возмущения в обществе. Насильник свободно гуляет по улицам города. Такая ситуация не нравилась никому. В итоге в 1979 году появляется распоряжение суда, по которому Миллигана переводят в государственную клинику города Лаймы. Учреждение, которое славилось крайне жесткими условиями содержания душевнобольных преступников. Пребыванию Миллигана в Лайме посвящена отдельная книга Дэниела Киза «Войны Миллигана». Там описываются крайне жестокое обращение с пациентами и факты избиения надзирателями. Для так называемого лечения пациентов в клинике использовали электрошок, хотя официально это было запрещено. Назначенный Миллигану врач сразу объявил ему, что ни в какие диссоциативные расстройства личности он не верит. В итоге состояние Уильяма ухудшилось. Начавшийся было процесс слияния личностей обратился вспять, а суицидальным мыслям теперь был подвержен не только Билли, но и другие его внутренние персонажи. Через какое-то время адвокатам Миллигана удалось добиться его перевода в другое учреждение. В 1981 году его перевозят в клинику в Колумбусе. Это тоже была закрытая больница для преступников, однако она не пользовалась такой дурной славой, как клиника Лайма. И мягкие правила содержания в лечебнице позволяют Уильяму совершить побег. Первым делом он обращается к местным репортерам. Записывает на видеокассету разгромное интервью, в котором обличает всех психиатров как невежд и садистов, и отправляет кассету на местную радиостанцию города Колумбус, штат Огайо. Кассета эта впоследствии где-то исчезнет, так и не став достоянием общественности. Его арестуют спустя 5 месяцев, поймав в Майами. И снова клиника. Но Миллиган слишком научен опытом. Больше он не демонстрирует диссоциативное расстройство, став просто Билли Миллиганом, став единым целым. В Колумбусе произошло нечто неожиданное. Миллиган женился. Танда Бартли была сестрой одного из его товарищей по психиатрической клинике. Она заинтересовалась историей Билли и однажды сама пришла к нему в больницу, чтобы познакомиться. Так и завязались их отношения. Танда переехала жить к сестре Билли Миллигана, чтобы быть ближе к больнице и чаще ходить на свидания. Узнав, что по закону пациентам можно сочетаться браком, Билли сделал Танде предложение и попросил писателя Дэниела Киза быть свидетелем на их свадьбе. Исходя из того, что я читала о Билли, я бы никогда за него не вышла. Но мне повезло узнать его настоящего. Я отбросила все мифы, слухи и доверилась ему. Мы с Билли многое пережили вместе, я узнала разные его личности и приняла их, за что несу полную ответственность. Но уже через несколько месяцев после свадьбы Танда Бартли внезапно уехала, прихватив с собой все вещи, а также деньги, заработанные Миллиганом на продаже картин, около $6000. В прощальной записке, оставленной на комоде в квартире сестры Миллигана, Танда объясняла, что не может больше терпеть давление, которое на нее в связи с браком оказывает ее семья.
Однако в какой-то степени уход жены даже пошел на пользу Миллигану. Хотя обычно на подобные эмоциональные потрясения он реагировал очень бурно, часто выпуская на свет одну из своих агрессивных личностей, в этот раз он, ко всеобщему удивлению, проявил сдержанность и самообладание, и только с еще большим усердием стал стремиться к излечению. Реакция Миллигана на уход жены стала одной из причин, по которой специально созванная комиссия пришла к выводу, что Уильям больше не представляет опасность для окружающих и не нуждается в строгих условиях содержания. В 1982 году Миллигана перевели обратно в клинику Афин. Билли снова начинает идти на поправку. Его личности стали много рисовать. Томми – пейзажи, Аллен – портреты. В 1984 году ему в пробном режиме позволили одному выходить в город, а вскоре суд и вовсе разрешил ему жить дома и только несколько раз в неделю посещать психиатрическую клинику для лечения. Его нахождение в Атенсе по сей день вызывает противоречия. Ему позволяют покидать лечебный центр, и местные жители беспокоятся из-за этого. Он опасен для определенной части нашего общества, для женщин. Лично я его не боюсь, но в целях безопасности местных жителей, наверное, его свободу лучше ограничить. Любой человек, обвиненный в не должен оставаться на свободе. Я убеждена. Каждое новое послабление в режиме его содержания неизменно встречалось возмущенными откликами в СМИ. Шериф и мэр Афин открыто высказывались против пребывания Миллигана в клинике с такими мягкими условиями содержания. Именно этим общественным давлением в книге Дэниела Киза объясняется то, что в 1985 году Билли снова арестовали по подозрению в соучастии в акте вандализма. За арестом последовал перевод в клинику с более строгим режимом. В новой больнице врачи нашли препарат, который способствовал постепенному слиянию личности Миллигана, благодаря чему со временем стал заметен явный прогресс в лечении. Но лекарство вызывало сильную зависимость. Многие доктора считали, что его применение недопустимо. В какой-то момент врачи начали вести споры о необходимости отмены препарата, а это, как считали некоторые, грозило серьезными побочными эффектами, вплоть до смерти. Некоторые из личностей, которые в этот момент уже не вставали на пятно, а просто жили как голоса в голове Миллигана, были убеждены, что отменой препарата его хотят сжить сосвету. В итоге один из этих голосов, Томми, захватил сознание, украл небольшой запас лекарств и сбежал из больницы. Он уехал подальше, на северо-запад США, и какое-то время наслаждался свободой. Гулял на природе, ходил на студенческие вечеринки и рисовал картины на продажу. Но скоро лекарство стало заканчиваться, а новое достать не удавалось, и сознание Миллигана стали захватывать то одна, то другая личность. В этот период он успел ввязаться в сомнительную историю, и когда полиция все-таки поймала Билли, его вдобавок ко всему стали подозревать в причастности к пропаже человека. Устав от всего, личности Миллигана приняли совместное решение покончить с собой. Находясь в очередной закрытой психиатрической клинике, Миллиган перестал есть. На все уговоры он только просил оставить его в покое. Когда его начали пытаться кормить насильно, адвокат по его просьбе стал отстаивать в суде право Миллигана на смерть. Дело было выиграно. В 1987 году суд признал право Миллигана на добровольное голодание. Но, доведя себя до истощения, Миллиган все-таки согласился принять пищу, перед этим взяв с врачей обещание, что его отправят на обследование в другой штат, смягчат его условия содержания, а также помогут обучиться программированию. В книге «Войны Миллигана» утверждается, что изначально он действительно собирался умереть и своей голодовкой вовсе не хотел шантажировать психиатров. Но после многих дней без пищи, после галлюцинаций и агонии, в какой-то момент он вдруг почувствовал, что других личностей в нем больше нет, даже их голосов. Остался только он, Билли, и он может попробовать начать жизнь сначала. Здесь, наконец, начался его путь к выздоровлению. Он с интересом изучал информатику, а также продолжал рисовать и пейзажи, и портреты, и другие картины. Билли обнаружил, что обладает многими навыками, которыми владели только отдельные его личности. Например, знает, как открывать замки с помощью шпильки. Это умел делать только Томми. Иногда некоторые личности возвращались, но Билли
понемногу учился усилием воли оставаться в сознании и не давать другим выходить на пятно. Между тем, выяснилось, что изучать информатику Миллиган стал в корыстных целях. В какой-то момент он проник на сервер Департамента психического здоровья штата Огайо, изучил имеющуюся там документацию и стал использовать ее для шантажа администрации клиники, в которой находился. Например, он узнал, что клиника приобретает продукты питания у некоторых поставщиков по завышенным ценам. Блефуя и делая вид, что на самом деле у него гораздо больше компрометирующих сведений, которые могут заинтересовать СМИ, он потребовал выполнить данное ему обещание об обследовании в другом штате, потому что он считал, что в этой клинике к нему относятся предвзято. Клиника поддалась на шантаж и отпустила Миллигана на обследование в Бостон. Заключение бостонских специалистов гласило, что Миллиган близок к выздоровлению. В 1987 году суд постановил, что Миллиган может жить у своей сестры при условии, что найдет постоянную работу, а также будет регулярно посещать клинику и встречаться с представителями социальных служб. Билли устроился работать оператором ЭВМ в тот самый департамент психического здоровья, чей сервер он и взломал. Позже знакомый взял его специалистом по информационной безопасности в свою фирму. Со временем были закрыты и уголовные дела против Миллигана. Человек, который считался пропавшим и, возможно, убитым Миллиганом, оказался живым и здоровым. По делу о соучастии в вандализме от 1985 года Миллиган пошел на сделку со следствием, хотя он и отрицал свою вину. I finally found a place that I fit in. And Bob is trying to take that away from me, and I just don't want it to happen. Произошел инцидент с амбаром. Отрицал. I admit I have been with Mr. Russell before, but when he shot this guy's barn, I was nowhere around him. I was in town and I was in different places and I was at home. I don't even know what time it happened. I have no idea. Bob Allen, he just had this anger. He wanted to be judge, jury, and executioner. I'll deny it till the day I die. И его приговорили к году заключения. Однако засчитали время, проведенное в закрытых клиниках для преступников в счет наказания. В 1991 году врачи пришли к выводу о полном выздоровлении Билли Миллигана. По решению суда он был полностью освобожден от юридического и психиатрического контроля. О его дальнейшей судьбе известно не так много. В 1996 году он жил в Калифорнии, владел мелкой киностудией и собирался снять фильм при сотрудничестве с Джеймсом Кэмероном, известным на весь мир режиссером «Титаника». Кэмерон хотел снять фильм по мотивам книги Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана», придумав рабочее название киноленте «The Crowded Room» – «Переполненная комната». На главные роли в этой драме претендовали одни из самых известных и талантливых актеров Голливуда – Джон Кьюсак, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Колин Фаррелл. Кэмерон лично знакомится с Миллиганом, описав впоследствии их встречу словами «Мы подружились». Сценарий был завершен, кинофильм находился в стадии начала съемок. Одним словом, история обещала быть грандиозной и успешной. Но этому не суждено было сбыться. Еще в 1981 году, как оказалось, права на экранизацию книги Киза были куплены странной, никому неведомой женщиной, якобы ресторатором по имени Сэнди Аркара. Именно она в свое время начала переговоры с Кэмероном, предлагая ему экранизировать историю Миллигана. Сделка состоялась, Аркара должна была за свои права получить сумму в $250 тысяч. Кэмерон с энтузиазмом рекламировал свой будущий фильм, обещая заняться им сразу после выпуска «Терминатора 2». И вдруг, как гром среди ясного неба, он получает двойной иск от Аркары, которая за свои права уже желает получить $5 миллионов, выдвигающего требования о своей доле прав на киноленту в размере $9 миллионов. Начинаются долгие судебные тяжбы и скандальные переговоры, результатом которых становится отказ Кэмерона платить эти деньги, а значит и снимать фильм. Чуть позже в интервью он будет с грустью говорить: «Именно Миллиган в конечном счете способствовал падению проекта. Я не веду переговоры с террористами и вымогателями.
Впрочем, может статься, что в процессе работы Кэмерон просто утратил интерес к этой истории и, не видя в ней денежной перспективы, не захотел продолжать. Начиная с 1996 года, дела Миллигана стали вновь ухудшаться. Он считался сообществом уже здоровым человеком и, значит, должен был платить по счетам. Он задолжал $450 тысяч по кредиту за дом, который он приобрел в Лос-Анджелесе. К тому же суд Огайо вдруг вспомнил, что за лечение Миллигана кто-то должен заплатить, и если пациент здоров, значит лечение оказалось эффективным. Все получили кусочек меня, а я так ничего и не получил. Теперь все они пытаются сделать меня снова больным, чтобы забрать свои деньги, так скажет Миллиган в одном из своих последних интервью. Разумеется, выплатить сумму в $500 000 Миллиган был не в состоянии, и, объявив себя банкротом, он навеки исчезает из поля зрения всех исследователей. 21 октября 1996 года он даст короткое телефонное интервью небольшому издательству, которое специализировалось на выпуске фантастических бестселлеров. Он отвергнет их предложение о написании книги по мотивам его истории и скажет о том, что уже сотрудничает с японскими издательствами. Последний раз в 2000 году его услышит риэлтор, занимающийся вопросами недвижимости Миллигана, и с тех пор никто больше не будет знать, где он находится. Его долго и безуспешно искали, обзванивая всех, кто когда-либо имел с ним связь. О том, чем Миллиган занимался все последующие годы, можно только догадываться. Известно лишь, что скончался Билли в декабре 2014 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Писательская деятельность Дэниела Киза. Личности Миллигана добавляет загадочности тот факт, что круг источников о нем весьма ограничен. Историю Билли рассказал писатель Дэниел Киз. Он издал 2 книги, которые принесли ему призвание и несколько наград, однако Киз не был профессиональным психиатром и в книге указал, что опирается на видеозаписи терапии Миллигана. Интересно, что все остальные источники в сети так или иначе цитируют Киза. Ни один профессиональный психиатр, работавший с Миллиганом, не опубликовал научных статей или книг, которые бы базировались на таком богатом материале, как множественное расстройство личности. Сам диагноз диссоциативное расстройство личности известен с XVIII века, но не был однозначно признан медицинским сообществом. Дэниел Киз вспоминал об этом событии так. Когда Миллиган попросил меня написать о нем, я согласился сделать это при условии, что в моем распоряжении окажется более обширный и достоверный материал, нежели информация, появившаяся к тому времени в печати. Билли уверил меня, что до сих пор самые сокровенные тайны его личностей не были известны никому, включая адвокатов и психиатров, тестировавших его. А теперь он хотел, чтобы люди поняли его душевную болезнь. В книге «Таинственная история Билли Миллигана» Киз приводит один очень интересный факт в пользу реальности 24 личностей Билли. Согласно Кизу, в 1978 году Миллигану сделали 2 электроэнцефалограммы, результаты которых сильно отличались друг от друга. Один из снимков специалисты назвали атипичным, поскольку он явно свидетельствовал об активности тета и дельта-волн, не характерных для бодрствующего взрослого, но свойственных детям. Когда писатель продемонстрировал обе электроэнцефалограммы специалисту, незнакомому с Миллиганом, тот заверил, что они наверняка принадлежат разным людям. Благодаря суду над Миллиганом он получил юридическую легитимность и породил прецедент, на который опирались адвокаты в делах подобного рода. Интересно, что до случая с Билли за всю историю психиатрии было описано не более 70 случаев такого заболевания, а спустя десятилетия их уже было более 40 тысяч. При этом сами психиатры оценивают возможность встретить пациента с подобным диагнозом за всю профессиональную карьеру как близкую к нулю. Нет ни единого обнародованного официального документа, который бы описывал истинное психическое состояние Билли. После уголовного процесса на суд специалистов и общественности никогда не было представлено ни документов о его психиатрическом освидетельствовании, ни единой страницы из уголовного дела, ни документов допросов или медицинской карты. Суд над Миллиганом проводился в закрытом режиме и без участия присяжных. На процессы не были допущены репортеры, независимые специалисты или любые сторонние наблюдатели. Миллиган в 1996 году опубликовал заявление, в котором обвинил психиатров в том, что благодаря ему они имеют дополнительный доход, а диагноз «множественная личность»
стал товаром, помогающим опустошать медицинские счета пациентов. Таким образом, у критиков дела Миллигана есть основания полагать, что его случай – это пример удачной фальсификации фактов. Из письма Алисы фон Дарланд, якобы ставшей свидетельницей последних часов и дней жизни обладателя 24 лиц. Сомнения в подлинности ее истории так же резонны, как ее собственные сомнения в подлинности истории Билли Миллигана. Когда я зашла в палату, вечно спящего соседа Миллигана в койке не оказалось, а на его месте сидела строгого вида дама, Кэти, родная сестра Билли. Увидев, что я опешила, она кротко кивнула, мол, делайте то, зачем пришли. Когда я задала заученный вопрос, она, как мне показалось, недовольно свела брови. Миллиган театрально замычал. Дэн, мое имя Дэнни». От немых секунд стыда и неловкости нас избавила его сестра. «Прекращай притворяться и попроси по-человечески об услуге», – раздраженно прошептала она. Тут Билли изменился в лице и живо проворчал. «Мое имя Уильям Стэнли Миллиган. И Христа ради, вкалите мне уже эти чертовы анальгетики». 4 декабря Миллиган впал в кому. Ему дали место на 4 этаже, в витраже смертников. Кэти просидела с ним сутки, пока заведующий отделением не сказал навскидку, что в вегетативном состоянии ее брат может провести еще до полугода, пока болезнь его не съест окончательно. Но он ошибался. В пятницу 12 декабря я опоздала со вступлением на смену на целый час из-за 2 страшных пробок на Брайден-Роуд. Когда я на всех парах бежала к этажерке, чтобы извиниться, оттуда стремительно вышел дежурный врач. Он сказал, что сегодня я буду действовать без промедлений. Билли вышел из комы, у него предсмертная агония, и я должна оповестить звонком его сестру и еще одну особу. Не буду вдаваться в желтуху. Я принесла 2 флакона трамадола в палату Миллигана. Я всегда верила, что смерть может быть тихой и благодатной. Я ошибалась, как ошибался заведующий касательно сроков, как ошибалась Перл, подстрекая меня к обличительным махинациям, как ошибалась Кэти, раскрыв при мне тайну, как ошибаются тысячи людей касательно Билли Миллигана. Дежурный врач изваянием замер у подножия предсмертного ложа Билли Миллигана и бесстрастно смотрел на его агонизирующую пляску. Я стояла левее, у капельницы, и регулировала подачу трамадола. 1 капля опиоида в секунду. Эта подача способна усмирить крупный рогатый скот. 3 – лишить чувств верно и навечно. 1 капли Билли было мало. На моих глазах он стремительно старел. Лицо сохло, глаза тускнели. Когда боль отступала, он думал вслух: «Мне кажется, сегодня я умру». Потом наплывала очередная волна боли и снова штиль. Я ведь не рассказал до конца всего. Это продолжалось слишком долго, может, минут 10. Наконец врач подал мне условный знак. Я сделала это без колебаний, всего-то легкое движение большого пальца. 2 минуты. Трамадол капля за каплей вытеснял жизнь из знаменитого Билли Миллигана. Время его смерти – 12 декабря 2014 года, 11:23. Чтобы поверить в чудо, люди готовы закрыть глаза на худшее. Кем Билли Миллиган был на самом деле, я знаю точно. Вором, насильником, лжецом, не более. Билли, используя диагноз, избежал уголовного наказания. В последующие годы консультировал известных артистов, как изображать болезнь. В заявлении 1996 года он утверждал, что к нему на консультацию приходили Джон Кьюсак и Джонни Депп, Кристиан Слейтер и Леонардо Ди Каприо. Благодаря делу Миллигана адвокаты записали себе в актив победу и смогли перейти с должности общественных защитников на более престижную работу. Психиатры получили судебное решение, которое сделало легитимным спорный диагноз, и смогли использовать его в повседневной практике. Дэниел Кис, представив историю Билли, обрел известность, а его книги стали одними из наиболее продаваемых в мире. Интересно, что за несколько лет до книги Билли Кис написал менее известный роман «Пятая Салли» в 1980 году, в котором героиня также страдала расстройством личности, и в ее сознании уживались 4 женщины, но роман не приобрел широкой популярности. Дорогие зрители, а как вы считаете, Билли Миллиган в действительности был психопатом и несчастным больным человеком, или такой образ он создал лишь для того, чтобы прикрыть свои преступления, будучи виртуозным обманщиком? Своим мнением делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.